Новый город, новый трындец. Ребята, мы в Агре. Привет, друзья! И правда, в этой серии мы наконец добрались до Агры. И сейчас направляемся в отель на тук-туке. За рулем пока рандомный индийский водитель, но вскоре он превратится в помогатора уровня А. Не чита тому кулачному свистуну из первой серии. Кайзер, а так зовут нашего нового товарища, поймав нас еще на перроне, сначала любезно указал путь на выход, а потом предложил тук-тук до отеля. И в результате недолгих торгов опустил цену до приемлемых 200 рупий. Сейчас же он не просто показывает нам фото рандомной русской девушки, сфотографированной в местных интерьерах, а проводит психологическую подготовку с целью провести с нами весь следующий день за сходный прайс. Надо сказать, что английский Кайзера был довольно понятным для русского уха, что в этих местах редкость. Что ж, путем переговоров выработали компромисс, и за 1200 рупий индус отдавал свои шоферские руки, общительную натуру, а также бешеную мод-табуретку в наше полное распоряжение на весь следующий день. Новое индийское утро, Кайзер тут как тут, а мы направляемся к главной достопримечательности всей Индии. По дороге наш водитель-гид настойчиво предупреждает, чтобы попасть к кассе, от входа нужно пройти 300 метров вперед и повернуть направо. Профессор сразу попался на незнание матчасти. А что нам? Тикет? Не, Лёх, пойдем вперед. В этот раз пронесло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бандерлоги. Драка бандерлогов. Так вот это выглядит. Обезьянка бежит. Забавно. Главные ворота. По дороге отбиваемся от предложений местных гидов и дивимся тому, что площадь храма в 17 гектаров в Индии таки может быть идеально чистой. И вот он, величественный Тадж-Махал, одно из 7 современных чудес света. Построенный в середине 17 века, храм имеет грустную историю создания, ибо посвящен он кончине Мумтаз-Махал, жены могольского падишаха Шаха-Джахана I. Та родила правителю 13 детей и умерла при рождении 14-го. Падишах сильно горевал по покойной жене и приказал заложить в ее память этот великий мавзолей-мечеть. Прекрасная история любви, если опустить подробности, что жен у падишаха было 6, не считая наложниц. И родилось от них еще 7 официальных детей. В итоге в мавзолее оказался погребен и сам падишах. Вот такие вот дворцовые страсти. Ну а что по самому мавзолею, действительно внушает и даже слегка слепит своими мраморными отливами. Гробница была построена относительно быстро, за 12 лет. Внутри съемки запрещены, поэтому просто поверим в фото. В центре композиции 2 гробницы, расположенные ровно на месте захоронения падишаха и жены. На территории проживает много необычной для нашего глаза живности. Не только обезьяны, но и, например, цапли. Или еще веселее, вот волнистые попугайчики. Вдоволь насладившись мировой достопримечательностью, двигаемся к следующей. По пути в тук-тук подсел местный младопредприниматель и начал впаривать магниты с местными видами. Привычно снизив озвученную цену в 2 раза, вносим свой вклад в экономику региона. Форт Агры. Монументальное сооружение. Выполняла, естественно, оборонительную функцию. Сейчас такая многовидовая площадочка. Вторая достопримечательность Агры. Заложенный в середине 16 века Акбаром I Великим форт почти век был главной резиденцией индийских правителей, так как в то время столица как раз переехала из Дели в Агру. В 1571 году появилась стена из красного песчаника, придав крепости близкий к современному образ. Иди ко мне, я тебя кормлю.
После возврата столицы в Дели форт потерял былую значимость, но оставался крепостью локального значения и раз за разом становился предметом спора противоборствующих индийских княжеств. Чтобы гости не царапали своими черевичками мрамор, в таких местах заставляют разуваться. И даже не в религиозных целях, так сказать, а просто чтобы сохранить. Думается, что культурной программы в Агре достаточно. Go с нами в рестик. Так, друзья, мы, короче говоря, приехали в кафе. Оно оказалось оверпрайснуто. С помощью нашего водила мы договорились, что мы пронесем свое. Поехали в Волкомак. Купил я полулегального пивка и везу пацанам обратно. Сейчас они сидят в кафе, дожидаются. Бирьяни с курицей на гриле принесли в очень необычном котелке, причем весьма даже не маленьком. Еще какой-то йогурт к нему. Вот это вот я даже не знаю, что такое, даже не представляю. Лепешка, скорее всего. И вот еще там. Кирюш, у тебя что такое? Еда как называется? Чикен карри. Чикен карри? Святая чикен карри. Чикен карри. Сейнс это от заведения название. Ну, Новоселово чикен масала. Чикен тикка. Чикен тикка. Наконец-то дождались настоящей жары. Сейчас, не знаю, по ощущениям градусов 40. Прям такая хорошая банька. Ну, не банька, а вот в предбаннике вот, наверное, такая температура. В баньке, наверное, все-таки побольше, но в предбаннике уже вот может такое быть. Ничего не спасает. Сейчас мы обдуваемся, но... После обеда настало время сувениров, где первым номером в программе Кайзера было посещение кожаного бутика. В Турции сюда водят экскурсии, а здесь вот в Индии тебя водит сюда помогатор. Но в целом выглядит солидно. Вот, смотрите, какой саквояж четкий. Поторговавшись и скинув процентов 30 с первоначальной цены, мы стали обладателями пары негорящих ремней. Я не понимаю, А я, памятуя о скором перемещении на Гоа, еще и сланцы модно-молодежные прикупил. До свидания, спасибо. Я вам потом расскажу про этот магазин. Рекомендую я его или нет. Ровно 0 претензий к качеству обработки ремня, но хлястик, скрепленный скобами от степлера, это, конечно, шедевр. Кайзер, ты мне должен хлястик. Нет, пока такой же... Последней точкой перед отбытием на вокзал был бутик изделий из кашемира и пашмины, тонкой, мягкой, теплой ткани, получаемой из-под шерстка кашемирских горных коз. Так, Фариволт. Снимать было некогда, шел жесткий торг. Речь шла о трехзначных суммах. В итоге 3 элитных платка из великолепной пашмины или из низкопробной шерсти, кто же ее разберет, нашли новых хозяев за внушительные 10 тысяч рублей. Вновь чемодан, вновь вокзал, вновь поезд, рандомизированные нумерации. Real India. По пути к следующему чекпоинту наслаждаемся живописнейшими видами за окном и решаем, кто же будет дегустировать приобретенный тут же набор поездной еды. Поездной набор Еще 2 предлагаю. под названием Хана-Хана. Не знаю, как это естся, но надеюсь, там есть какие-то эти вилки, ложки. У меня, если что, есть одноразовый. Держи. Что тут пристало? Супчик. Какой-то пирожок. Какой-то... Конечно, трэш. Опа. А, ложки есть. Все прекрасно. В общем, вот так это выглядит. Поездной едонабор от чувака, который проходит мимо.
Название я не знаю. Вот здесь вот что-то типа картошки и бобов. Тоже в каком-то соусе. Ну, достаточно острое, но терпимое. Это вот вообще изи. Вот. Говорят, что-то страшное тут. Но, возможно, это надо вот это вот съесть, но я ее не буду, наверное, да? Фу. Да, это очень сильно острая штука, но, в принципе, терпеть можно. В целом, не знаю, вот для меня это очень непривычно, я не понимаю, как это вообще можно есть. То есть это еда или что, ну ты ешь лепешку и чем-то ее обмакиваешь. Это очень странная для меня еда. Главное еще ты лепешка, да, она используется для еды, ей надо зацеплять еду, да, то есть ей можно что-то зацеплять. Ты можешь ложкой, ложка тут в комплекте идет. Ну и, соответственно, огурцы и какая-то штука типа пахлавы, наверное. Попробуй. Думаешь, она сладкая, да? Она сладкая, да. Ну да, похоже на сладкое. Вообще я читал, что у индусов есть такая тема, что каждая трапеза должна содержать все 4 вкуса. И острый, и кислый, и сладкий, и соленый. И зачастую даже блюдо должно это вот как-то по их религиозным соображениям. Сладкое есть, острое есть, соленое. Что-то есть соленое? Нет, не показалось, не знаю. Угу. Ну просто остро она все отбивает я вот для нас. Я Кислого вот будто бы тоже понимаю, нет, не да, понимаю, как получается? они это могут. Благополучно добравшись до Джайпура, главного города индийского штата Раджастан, следующим утром держим путь в Амберфорт. Высоко. Но как же туда подняться? Ответ будет после этого увлекательного разговора с местным шаромыжником. 50. I don't need it. Look, Sorry. 50. Okay, 40. With It's me, a handmade. Look, the Karshiva. Look, 40. I trust, but I don't need it. Sorry, Look, friend, sorry, guy. Okay, 30. It's not problem of price. It's It's I a don't good need price, it. sir. Thank you. Okay, 20. No, thank you. Hey, 20. Hello. 20 уже. Тут прям стоянка хвостиков слоновьих. Я столько слонов ни в одном зоопарке не видел. Вот здесь вот дополнительные слоны. Лех, пройдешь между ними? Нет. А между ногами? Сколько на нем сидит? Кирюш, если там пройдешь, я тебе косарь даю. Без- ногами пролезть, я тебе предлагаю. Кирюш, ну тут много, объективно много места. Короче. Я приехал с трусами. Directly, yeah? Yes. Okay. Take your receipt. That's okay. Enjoy yourself. Thank you. Hi, what's your name? Money? Money? А, right now? Уч. Так, мы уже стартанули. Чувак прямо здесь нас обелечивает на 1500 рупий. Снизу бегает душный профессор Панки Хой. Hi, look the photo. Sir, excuse me. My friend, look. Hello. Очень много полезных советов дают. Короче, помогатор говорит мне помахать, чтобы Карпушин меня нормально сфоткал. А потом он с Карпушина возьмет полтинник за помощь. Ты просишь без уважения. Встречная пошла. О, тук-тукер. Здесь повторить себе дорогу. Едем на слоне, и нам впаривают какую-то хрень. Новая тактика торговцев. Чувак снизу впаривал, устал и передал водителю слона. Ну, красиво.
No beautiful. Прекрати, пожалуйста. Блин, неудобно, правда, вообще. Все, спина уже даже отваливается. Удобно. Но за удовольствие надо платить. Карпушин сдох бы уже здесь, я думаю. Присоветовал худню. Что давать тебе? Мани, что ли? My driver. Окей. Фух, друзья, слоны животные хорошие, прикольные, но ехать на них горку примерно 20 минут, когда сидушка не оборудована ничем, ты фактически спиной подпираешь железку, то еще удовольствие. Я бы лучше пешком зашел. Амбер служил резиденцией махараджи династии Качваха до переноса столицы в Джайпур в 18 веке. Форт построен на скалистом холме и окружен массивными стенами, создающими впечатляющую оборонительную систему. Строительство крепости началось в конце 16 века при правителе Ману Сингхе I, который был одним из видных вождей и военачальников империи Великих Моголов. Материалы включали локальный песчаник и белый мрамор, что придало фасаду характерную теплую окраску. Форт состоит из нескольких дворов, ворот и дворцовых зданий, расположенных в ярусах по склону холма. Мне больше всего зашла зеркальная палата или шишмахал. Здесь стены и своды украшены мозаикой из зеркал и стекла. Говорят, ее можно полностью осветить пламенем одной свечи. Нас поймал помогатор. Ведет самую точку, высокую точку форта. Сколько вы предлагаете ему отдать? Туалет, окей. Забавный туалет. Кому-то на башку. А кто там сидит, смотри? Летучая мышь. Летучая мышь. Телескопическая. Камера должна понравиться. Мышки, давайте, активность. Так, вот нас помогатор припер. В принципе, неплохо. Красивое место, где мы были. Священная корова. Деньги лишнего не бывает. Yes, can you buy puppets? No. 5 for 2. Keep singing, please. 5 for 2. 5. Oh, thank you. Такую песню обломали со своими впариваниями. Я просто жду с содроганием информацию, когда Кирюш поймет, сколько нам идти. Вас потом убьют. Потеряли одного из бойцов. Такое бывает, экстремально большая жара, и, соответственно, был большой подъем вверх в другой форт, и мы смолодушничали и соскочили. Но один боец будет отличный контент. Я чуть не родил. К сожалению, я этого не записал. Идет дикий прокорм местной рыбы. Удобно рыбачить, кстати, можно прям с очком. Ну, а, собственно, явились мы сюда вот ради этого затопленного дворца. Когда-то стоял дворец. Мощный, хороший, многоэтажный, как вы видите. А потом вот эту вот штуку искусственно решили подтопить. Ну, как обычно, там, пресной воды набрать и так далее. Ну, и где-то просчитались немножечко. И весь этот дворец полностью, без остатка, свалил под воду. Ну, теперь какие-то за него идут терки. Хотят из него сделать какие-то там музеи, рестораны и прочее. Но ничего пока не договорились. И сейчас дворец можно наблюдать вот только отсюда. Почтительного, так сказать,
расстояние. Good magnet. Знаете, такая проблема с индийскими чуваками, что как только ты им даешь денег или покупаешь что-то, это не то, что ты перестаешь быть объектом для их атак, скажем так, а наоборот. То есть ты идешь на контакт, значит, тебе можно еще взять денег, подать еще магнит и так далее. В итоге это приходит вот с таким вот ситуациям. Вот смотрите. Один продал магнит, второй продает магнит, третий продает магнит, четвертый продает магнит. Вот этот чувак тоже, скорее всего, продаст нам магниты. Да, ну то есть вот у нас... Вот у нас, в общем, теперь уже у одного товарища... Сколько у тебя магнитов? 5, 6, 5 магнитов. Зачем они им нужны? Никто не знает. Ну, вот такая ситуация. И конец спокойного отдыха. Потому что вот теперь мы, в общем, в окружении этих чуваков постоянно купи магнит. 3 за 50, 3 за 100. В общем, сделки разные, но все выгодные. Втарившись магнитами по самые уши, ловим тук-тук и двигаем в исторический центр. Уже тут, в придорожных пейзажах, улавливается четкая цветовая доминанта в оформлении города. Джайпур получил прозвище «Розовый город» в 1876 году, когда махараджа Савай Раджа Пратхап принял принца Уэльского. Чтобы выразить гостеприимство и уважение, все главное старое ядро города было окрашено в розовый цвет. Этот оттенок символизировал дружелюбие и гостеприимство. С тех пор многие здания в историческом центре действительно имеют типичную розово-песчаную окраску, особенно коммерческие улицы и дворцы. А сейчас розовый образ уже стал важной частью туристического бренда Джайпура. Ничего такого. Спиной ничего не видно. Значит, допустимо. Приготовление местного кофе. Окей? No problem. Thank you. How chicken? Yeah. Кристина Бакиба, напиши мне. She want to be famous. Make it famous for her. Очень популярна в Индии. Так, я пытаюсь купить этот напиток. 20? Окей. За 10. Так, мне эту штуку продали за 10. Уже будто бы мы пробовали. Это очень сладкий такой кофейно-пряный напиточек. Естественно, с молоком. Но в целом пить можно. Это прям максимально не туристический рынок индийский. Ну, более-менее в него превращена вся улица. Вот. Настолько не туристический, что даже торговцы таким снежкам, как мы, не предлагают товары и не конкурируют между собой. Друзья, дорожная обстановка в Индии на самом страшном кольце, которое я видел. Ну, не знаю, не в Индии, а вот вообще, если Индию исключить. Здесь вот так вот все. Все смешались. Кони, люди, машины, тук-тукер, велосипед, вон я вижу, мотоциклы, грузовички. I'm fine, thank you. Такое. Ну и вот народ как бы приходит спокойно, не парится. Ну, по поводу того, что обезьян можно встретить просто везде. Вот, пожалуйста. Просто гуляем по городу. И прям возмущается, что-то прям орет. Да, я на твоей лиане покатаюсь тоже. Чё я на этой короткой, она не прикольная. Вот такой разговор происходит. Оп-оп, все-таки помидорку ест. Знали, что обезьяны едят помидорку? Я тоже не знал. По-моему, я становлюсь своим. Они встали, они уже не сильно меня опасаются. Они начинают при мне драться. На заднем фоне прошел тромбон, вы заметили?
Я думаю, что это какая-то химчистка. А, это краситель. Краситель, да. Вот эту штуку сюда фигаешь, и она становится синенькой навсегда. Вот это. And mix. 100 миллиграмм. Какие-то камешки еще. Я не знаю, вот это. 25 rupees, 100 gram. 20 rupees? 20 rupees? No, it's enough. Enough. Thank you. Бонус. Все, закупились. Сразу обратная связь по части еды. Вот этот треугольник, это реально очень похоже на самсу. Там присутствует картошечка, там присутствует соус. Ну и, видимо, в какой-то степени присутствует мясо. Мне прям сильно зашло. Хотя это очень остро. Но вот прям свежее, вполне можно питаться. И вот возможно ли отравиться, учитывая какая-то острая хрень? Ну, вечером узнаем. Подгребаем к месту с загадочным названием Хава Махал. И сейчас Алексей нам поведает, что же это к черту такое. Хава Махал означает «дворец ветров». В общем, название дано потому, что там очень много окон и особым образом циркулирует воздух внутрь. В общем, это место отдыха женщин королевской семьи. Построен в 1999 году. Им запрещалось на улицу выходить без закрытого лица, поэтому им устроили на фасаде множество окон, с которых они могли наблюдать за уличной жизнью, а их самих там типа было не видно. Действительно, здание Хава-Махал, напоминающее с фасада что-то вроде пчелиного гнезда, настоящая жемчужина Джайпура. 5 этажей смотрится как высокий парусник. Внутри комплекса сейчас располагаются музеи, а верхние уровни открыты для нас, посетителей. Полазать по лестницам и запилить пару селфи – священно. Архитектура тут, согласитесь, очень необычная и приятная глазу. Меня поймали индусы, потому что я супер красивый. Теперь мы фотографируемся. हाथ के हाथ में लोड है थैंक Thank you. यू खाने नहीं खाएंगे Это контентная коллаборация Индии и России. Майк? Говорят, давай 500, что ты 30 даешь. Иди, правда, что я 30 даю, когда можно было 500 дать. Логичный вопрос. Забавно висят. Hello. 200 years old camel. Nice. Короче, вот эти вот штуки, которые встречаются на каждом пути здесь, я решил попробовать. Так, смотрите. Относительно чистыми руками накладывается эта штука. Я думаю... मीडियम 110 फिट फ्लेवर Новоселов дал шанс индийским микробам. И что-то Короче, это есть пряная на улице. штука. Там что-то овощное, типа вот авокадо, но что-то вот такая жижа. И пряно-кислый соус, кисло-сладкий. डस्टबिन Пейпер. पेपर नो Для чего на тебе? Нахрена нам пейпер, мы же в Индии. Продолжается аттракцион. И очень хорошо, когда я со стороны могу на него понаблюдать. No, sorry. Too big. No, thank you. Thank you. Too much, говорю. 100 рупий. 100 рупий за барабан. Как он такое? Начинали с 10 евро. Да, дошли до 100 рублей. Потому что рубль стронг. Каким образом? Но сейчас мы вот это перейдем. Дайте пройти, пожалуйста, пацаны. Пацаны, не давите, нет. Thank you. И
ты раз за разом выживаешь. Это странно. Европейским белым снежковидным рожам тоже хочется иногда очутиться в какой-то своей атмосфере. Вот Soul Brewing Company бар. Такие, не очень много. Ну, индийского тут. Достаточно такая casual атмосферка. Модные люди. Диджеи играют из столицы. И вот это все. Хорошо тут распыляет на себя водичку. Дуют вентиляторы огроменные. Вон, видите, вот такие вот. В общем, кайф. Накатим пивка. Indian Pale Ale в Индии. Запотевшие мороженые стаканчики нам разливают. Красотища. Здорово. Просьба закончить митинг. Вы мешаете проходу обычных граждан. Друзья, привет! Мы в Джайпуре и теперь идем в храм обезьян. Еще у него, естественно, есть официальное название, но все называют его так. И, наверное, этому есть причина. Все началось весело. Прям с тук-тука нас встретил человек профессии, который вот равен поднимателю пингвинов. Я, говорит, мастер обезьян. Обезьяны очень опасны, могут вас атаковать и стырят мобильник, а я вас защищу. Как вам такое? Ну, мы все-таки его послали нафиг. Обезьяна опасная, но постараемся отбиться. Братва, разошлись, хозяева идут. Ёпта, вы это видели? Я потому что не видел. Так вот надо нырять. Какой-то кипиш происходит. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Драка. Да, некоторые ребята боятся чуть сильнее, некоторые слабее. Вот с этим вот ребятам я даже могу присесть, провести какое-то интервью. Все, видимо, чем дольше ты здесь находишься, тем быстрее они как-то больше они привыкают к тебе, перестают чувствовать угрозу. Расскажи о своей жизни макакской. Что он делает? Судя по сланцам, тут только что сожгли человека. Помянем. Братан, ты мне мешаешь снимать. Это у тебя лицо. Дай мне... Тихо.
Мне на спину прыгнул обезьян. Он подумал, что я собираюсь палкой бить этого детеныша. Довольно он просто прикалывается, что более вероятно. Обезьянки, а дальше уже женщины какие-то там омовенные процедуры проводят. Просили остановиться, чтобы увидеть другой вид обезьян. Это вообще какие-то такие ребята. Флегматичные, ни на что не реагирующие. Они воинственно настроены, я прям боюсь. И вот два маленьких чувачка. Да, жрут картон, ребята. Подивясь трепетному отношению индусов к священным животным, направляемся к следующей локации. Нас ждет городской дворец. Построенный в начале 19 века комплекс сочетает в себе раджпутскую и могольскую архитектуру. Дворец был спроектирован как сочетание жилых помещений, залов для официальных приемов, административных комнат и храмов. Все это ориентировано вокруг внутренних дворов и садов, что отвечало климатическим и социальным требованиям того времени. Интересно, что комплекс до сих пор принадлежит королевской семье Джайпура, и лишь часть дворца открыта как музей. Остальное место используется как частная резиденция и место проведения официальных мероприятий. Любители индийских фильмов, если таковые остались за территорией Индии, могли видеть местный интерьер в многочисленных фильмах и сериалах. Богатая эстетика и сохраненная аутентичность способствуют. Почему здесь? Смотрите, реконструкция по-индийски. Чувак реально работает на высоте. Есть у меня один друг, который работает на высоте, но мне кажется, он полный лох по сравнению с этим чуваком. Возможно, это будет шок-контент, если он сейчас бахнется. Подпитавшись духовно, идем поглощать пищу материальную. Древний колониальный лифт. Сам открыл, сам закрыл. Подожди, я закрыл. Ай, так вот. Сам закрыл раз, сам закрыл два, нажал. Ты уверен, что четвертый, да? По-моему, был четвертый написано. Обеззаразив руки водой с лаймом, заказываем традиционное индийское, не забывая обеззаразить себя изнутри местным пенным. Тхали – это лепешки с разными соусами, рисами, вот такое какое-то смешанное блюдо. Это тот вчерашний жареный сыр на гриле, панир, маринованный лук, еще какие-то специи, соусы, специи. В общем, такой набор индийской еды. Через парк с бурундуками, все-таки местная городская фауна очень непривычная, направляемся к Альберт-Холлу, главному музею штата Раджастан. Симпатичное здание, стиль архитектуры тут уже викторианско-индийский. Заходить туда уже времени нет, поглазеем издалека и... А я хочу опять. Люблю я это дело. Пока случилась неприятность, такое ощущение, что он просыпал рис. С другой стороны, ну что этому рису будет, объективно говоря. Сейчас мы его аккуратненько подметем и кому-нибудь скормим. И обратно в мешок. Да. Я думал грешным делом, что он убирает дорогу, а оказалось нет. Он решил просто восстановить потерянное. Оставили в отеле вещи, чтобы погулять по городу до поезда. Вещи пока не отдают, пока не оставим хороший отзыв на букинге. Супер по-индийски, супер фан. Ну, возникла мысль хороший отзыв оставить, потом откорректировать на реальный. На самом деле ничего плохого в отеле нет. Heritage Hotel.
Рекомендую. Очередной вокзал, очередной трешачок, очередной веселый кипиш. В этот раз даже веселее обычного. Ожидаем мы поезда рядом с местом прибытия вагона эконом-класса. Тут людно, попадаются крайне интересные личности. Все, как я люблю. Несмотря на то, что на платформе присутствует толпа, вот там остается такая вот небольшая дорожка, в которой другие пассажиры могут перемещаться вдоль платформы. Как далеко это место от Монако. Ребята, великие кинематографисты уже записывали прибытие поезда. Я, конечно, не из когорты великих, но прибытие индийского поезда на платформу для бедноты я обязательно запишу. А вот он. Так, вот здесь вот народ тусит. Тут прям реально такая приличная давка происходит. Дается впечатление, что если сделать это организованно, то вот реально будет немножко быстрее. Но вот прям вот сейчас вот за 15 секунд зашел один человек, пришел милиционер и все этот бардак пытается как-то разогнать. Как бы не получить вот этой херней, но вроде мы с ментом перемигнулись, улыбнулись. Вроде как он меня атаковать пока не будет. Не знаю, я, по-моему, тут немножко напряжение даже снижаю, поскольку все видят, что я снимаю, и уже нет какой-то такой вот жесткой борьбы, агрессивной. И тем более мент начинает здесь дежурить и цивилизовать очередь. И для сравнения, как выглядит прибытие поезда на платформу, где, скажем так, дорогие билеты и так далее. Никакой давки не наблюдается. Народ уже вполне себе более состоятельный, чистенький такой. Индийский плацкарт. Салон кожаный. Здесь вполне себе достойные сидушки, хоть и слегка староваты. Здесь вентилятор, здесь кондиционер. Попробуем проникнуть в другой вагон. И штука, которая разделяет первый класс всех остальных. Это нельзя пройти. Ну и вы понимаете почему, да? То есть там уже не очень презентабельно все выглядит. Забавно. Важная деталь. Это туалет традиционный. А это западный, то есть унитаз. Немножко о безопасности. Вот мы едем на скорость километров, наверное, 200. Я вот здесь вот стою. Сейчас я вот здесь вот стою. Могу выйти в любой момент и стать героем. Поставь лайк, если было интересно, и подпишись, чтобы не пропустить следующую серию. Мы переместимся в голубой город Джодхпур, а затем еще немного побродим по Дели. Будет очень увлекательно. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.